Привет, друзья! Миран на связи. Грайндкор, казалось бы, самый немузыкальный подвид музыкального искусства, способный заставить неподготовленного слушателя убежать в неизвестном направлении после 2-секундного прослушивания сабжа. Однако он же, грайнд, ввиду отсутствия сколь угодно мало ощутимых рамок, является инкубатором проектов, доставляющих именно своей нетривиальностью. Среди всех грайнд-экспериментаторов есть неповторимые формации, которые пока что существуют или существовали в единственном числе. О них мы вам сегодня и расскажем. Хочешь услышать самый мерзкий звук? Давай. Самые необычные вокалисты сегодня на Metal Music Madness. В целях сужения довольно обширного круга необычных грайнд-певцов мы не будем рассматривать вполне дефолтных музыкантов в полном расцвете сил, которые просто подносят микрофон не ко рту. К тому же эти группы с их названиями и обложками значительно бы уменьшили привлекательность видеоряда для случайного зрителя. Но что если не пердить микрофон нужно сделать вокалисту, чтобы попасть в наш список? Ну, достаточно, например, быть попугаем. Hate Big – единственная группа в мире, вокалистом которой является попугай Жако. Знакомьтесь, Волда. И давайте-ка без вот этих смешков. Волда – серьезный музыкант. В свои 25 он уже выпустил 3 сплита и 1 полновес. А что ты успеешь сделать к его годам? Ну а если серьезно? Серьезно. Hate Big – это сайд-проект Блэка Харрисона, гитариста Pig Destroyer. И по его словам, группа создана для повышения градуса экстремальности в музыке. И, по-моему, ему это удается. Первые сплиты, вышедшие в период с 2004 по 2007, представляли собой довольно типичный грайнд, просто вместо вокала использовались звуки, издаваемые Волда. Но после 8-летнего перерыва, проведенного, видимо, в процессе обучения попугая искусству экстремального вокала, Hate Big выпустили свой первый полновес. И это настоящий пиздец и безумие. Number of the Big, помимо стебных названий на тему птиц и метров тяжелой сцены, имеет вполне определенное звучание, созданное специально для достижения максимально поехавшей атмосферы вкупе с попугаевыми рыками. Все это звучит как бред, но с другой стороны, человеческую половину Hate Big тоже можно понять. С попугаем проще работать, ему не нужны шлюхи и бухло для творческой подпитки, просто дай ему ломтик сушеного банана и он вновь готов записывать вокал. Да и живут Жако под полтинник. Не каждый вокалер со своим heavy metal лайфстайл способен дожить до такого возраста. Но даже до появления Hate Big была одна команда, которая несла так называемый Animal Grind в массы, причем делала это, как ни странно, с высокоморальным посылом. Это группа Canines. Canines — это Dead Grind группа из Нью-Йорка с 2 питбулями в роли вокалистов. Как и Hate Big, имеет один полноформатник и несколько сплитов. Собственно, один из сплитов есть в дискографии обоих групп. Вообще, Dead Grind с питбулями звучит зловеще. Их записи и того подавно звучат даже жутковато. Однако за всем этим, как я уже говорил, кроется благая миссия. Музыканты коллектива, убежденные веганы, выступают в защиту прав животных, а их дебютник носит говорящее название Now the Animals Have a Voice. Так что не надо думать, что музыканты как-то издевались над животными во время записи вокала. Они просто обучали собак различным командам и записывали весь их лай и рычание во время тренировок. Никаких запланированных сессий записи. Оттого они и тянули с выпуском второго альбома, который, видимо, теперь и не выйдет вовсе. В 2011 году у одной из собак по кличке Бейзил появилась опухоль мозга, и хозяевам пришлось ее усыпить. Так что на новом альбоме должен был звучать голос лишь второго питбуля Баджи, но и она умерла в январе этого года в возрасте 16 лет. Вот так вот думаешь сначала, что за ад, собаки на вокале в грайндухе, а начинаешь разбираться и видишь уже совсем другую историю.
Просто группа борцов за права животных, кстати, среди которых есть сотрудник управы Нью-Йорка, которые по мере сил стараются нести свои идеи в массы. Так что, если вы захотите заводить себе питомца, подумайте над тем, чтобы взять его из приюта. Есть и другие группы, на записях которых можно услышать животных, но они не записывают своих питомцев, как это делают вышеупомянутые коллективы, а просто используют существующие сэмплы. Это, например, Incest Machine с обезьянами или Insect Grinder, которые давным-давно засветились плюс 100-500. Но в случае с Insect Grinder, думаю, уместнее будет сказать, что сверчки там играют роль не вокалистов, а инструменталистов, потому как звуки-то они издают не ртом, а конечностями. Да и музыка имеет неслабую долю дэткора, причем изрядно труевого и кочевого, что делает сверчков куда более полезным для музыки видом, нежели некоторые другие эукариоты. Но пора уже переходить к людям, ведь даже среди людей в грайнде можно найти интересных вокалистов. Например, канадскую бабушку Grindmother. История коллектива Grindmother только начинается. В апреле этого года они выпустили свой первый релиз, 12-песенный EP Age of Destruction. Хотя в целом для гринды его и за полновес можно принять. Продолжительность почти 13 минут. Группа состоит из барабанщика, гитариста и его 68-летней мамы, которая, несмотря на образ среднестатистической старушки, своими неистовыми орми помогает сыну взобраться на Metal Олимп. Зрелище довольно доставляющее и в какой-то степени даже жизнеутверждающее, но самый вин — это, конечно, название проекта. А сейчас мы подошли к очень многообещающему в прошлом и очень обсуждаемому в последнее время, увы, проекту. Это семейный грайнд-дуэт Sockweb. Группа Sockweb была основана в 2013 году молодым американским музыкантом Адамом Янгом и его 7-летней дочерью Джоанни. Как вы понимаете, именно Джоанни и была вокалистом группы. А еще она придумала название и писала тексты песен, от чего в яростный грайнд вплетались детские мотивы типа мультяшных монстров или печенек. Sockweb выпустили всего один, но очень крутой альбом Werewolf. И надо отдать должное Джоанни. На всех записях и всех сопутствующих видяшках видно, что ей нравится это дело, и она очень старательно и ответственно подходит к своей музыкальной деятельности. Но всего каких-то пару недель назад история Sockweb совершенно неожиданно оборвалась вместе с жизнью отца девочки. 10 июня Адам был найден повешенным в подвале своего дома. Эта запутанная история с трагичным финалом началась в апреле, когда Адам Янг был задержан по обвинению в домашнем насилии. Его невеста, а по совместительству актриса фильмов для взрослых Райден Армани, обвинила жениха в довольно страшных вещах, мол, Адам избивал ее, угрожал убить в жестокой форме и все в этом духе. Это тут же растиражировали местные СМИ в Индиане. Но, конечно, домашнее насилие нужно срочно выставить татуированного бородача с сущим зверем. Однако мать Адама впоследствии предоставила в полицию видео, на котором Райден избивала сама себя, типа в приступе панических атак. Так что ее обвинения в жестокости Адама уже начинали терять свою убедительность. К тому же Райден неоднократно говорил, что имеет проблемы с психическим здоровьем и помимо панических атак. Это эгоцентризм и склонность к лжи.
То есть она заявляла, что готова сказать и сделать что угодно, лишь бы привлечь к себе побольше внимания. Как бы то ни было, до истины нам пока не докопаться, а 10-летняя девочка осталась без любящего отца, и это офигенно плохо. Группа Sockweb, которая до недавнего времени ассоциировалась у нас, пожалуй, самым позитивным, что есть в тяжелой музыке, теперь будет напоминать о жестокости и слабости некоторых людей. Но, возможно, кому-то это будет своего рода напутствием. Самый простой путь не всегда самый правильный. Чё-то я даже не думал, что в выпуске про грайндушечку может быть столько печальки. Ну да ладно. Сегодня мы узнали, что тяжелой музыке покорны не только все возрасты, но и все биологические виды, склонные к издаванию различных звуков. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Если вы попугай или собака, то показывайте его своим хозяевам, пусть знают, что вы способны на большее. Ну а всем остальным можете просто делиться этим выпуском в своих социалочках, буду вам за это безмерно признателен. И не забывайте подписаться на канал Metal Music Madness на ютубе, мы припасли для вас очень много годной музыки. С вами был Миран, до связи.